Hello again, students of the 10th form, and we go on with speaking about food and health, and this time we are going to review Chapter 6b, Listening and Speaking Skills of our wonderful Spotlight 10 study book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Мы продолжаем говорить с вами о еде и здоровье, о том, как они связаны. И в продолжении темы сегодня посмотрим главу 6b «Навыки аудирования и говорения» нашего замечательного учебника Spotlight 10. And we have a diagram to begin with. Для начала у нас замечательная диаграмма, которая называется Our Handy Food and Health Tips. То есть советы, полезные советы по поводу еды и здоровья. Все это в рамках подростковой диеты и здоровья. And we have problems and their solutions. У нас есть слева проблемы, а справа их решения. Let us look at them a bit closer. A. Overweight. Что делать, если у вас лишний вес? Solution. Eat less and take regular exercise. Меньше кушайте и занимайтесь физическими упражнениями регулярно. Это очень важное слово. Underweight – это когда, наоборот, веса вам не хватает. Eat 3 well-balanced meals and 3 or 4 snacks per day. Если веса вам не хватает, кушайте 3 раза в день хорошо сбалансированную еду и 3-4 перекуса у вас должно быть в день, чтобы нормализовать вес. C. Lack of concentration. Недостаток внимания. Eat lots of iron-rich foods and have a good breakfast. Хорошо завтракайте и кушайте много железосодержащей пищи. Tiredness. Вы часто чувствуете усталость. Follow a low-carbohydrate diet. То есть низкоуглеводная вам нужна диета. Tooth decay, зубы плохие. Cut out sugary drinks and snacks. Перестаньте употреблять напитки, содержащие сахар, а также соответствующие снеки. Ну, вы знаете, шоколадные батончики и так далее. То, от чего так трудно отказаться. Frequent illness, вы часто болеете, проблемы с иммунитетом. Eat foods rich in vitamin C. Еда, содержащая много витамина С, например, фрукты, поможет вам укрепить иммунитет и болеть реже. Или вообще не болеть, что идеально. Indigestion – несварение желудка, проблемы с желудком. Avoid spicy foods and eating fast or late at night. Не кушайте острую пищу, а также не глотайте, кушайте размеренно. И не стоит есть поздно вечером. И ваши проблемы будут решены. Dry skin – сухая кожа. Drink more water and eat more oily fish, nuts and seeds. Ну, естественно, пейте больше воды и кушайте больше жирной рыбы, орехов и семян, может быть, каких-то зерновых культур. Хотя, например, есть семена тыквы и подсолнечника, очень неплохие. Кстати, они содержат масло тоже, которое поможет сделать вашу кожу менее сухой. Действительно полезные советы. Для чего же они нам? Помимо применения в жизни, они нам понадобятся для выполнения упражнения 1. Vocabulary section. Problems related to diet. Проблемы, связанные с диетой. Что у нас здесь подразумевается под диетой? То есть тот режим питания, который у нас есть, что мы едим, когда, во сколько. Торопимся мы при еде или наоборот, все это можно назвать диетой. Which of the problems from A to H above is each person from 1 to 8 below suffering from? У нас есть высказывания 8 различных людей, и нам нужно соотнести их высказывания с теми проблемами, которые у нас описаны выше. То есть понять, у кого какая проблема. Let us look at them. I think I'm skinnier than I should be. Я думаю, что я более худой, чем я должен быть. And John's problem is underweight. Джону не хватает веса. I feel really sleepy during the day. And it seems that Mary suffers from tiredness. Мэри у нас страдает от недостатка сил и усталости. I often get stomach ache after eating. После еды часто болит живот. And Tony has indigestion. У Тони проблемы с желудком. I think that I am fatter than I should be. Jim. Jim has an overweight problem. У Джима проблемы с лишним весом, тут понятно. I've had toothache for a week now. У меня уже неделю болит зуб. And Laura suffers from tooth decay. У Лоры проблемы с зубами. My skin is itchy. Кожа чешется у Сью. And so Sue has a dry skin problem. Проблема с сухой кожей. I find my mind wanders in class. Энди.
Ум Энди занят чем угодно, но только не занятиями. Он очень рассеян во время занятий. So he suffers lack of concentration. У Энди недостаток внимания, проблемы с ним. I'm always catching colds. Я постоянно заболеваю простудой. And it seems Mia suffers from frequent illnesses. У Мии проблемы с иммунитетом, она постоянно болеет. И таким образом мы даже с вами можем уже диагностировать какие-то определенные проблемы. Хорошо, что мы знаем их решение, оно у нас в табличке. Section B. Do you ever suffer from any of these problems? What do you do? Tell the class. Теперь спрашивают вас, есть ли у вас какая-то из перечисленных проблем, что вы с этим делаете, как вы с этим боретесь, расскажите классу. Тема эта достаточно личная, персональная для каждого из вас, поэтому я думаю, вы сами ответите на этот вопрос. Everyday English section, exercise 2. Advising, agreeing and disagreeing. В секции повседневный английский мы посмотрим с вами, какие фразы нам помогают давать совет, а также соглашаться либо не соглашаться с этим советом. Exercise 2. Imagine you have one of the problems in exercise 1. Use the language box and discuss it as in the example. Нас просят представить, что у нас вдруг завелась одна из тех проблем, что у нас в упражнении 1, и нужно использовать лексику из таблички для того, чтобы ее обсудить, как на этом примере. Let us look at it. I'm overweight. Have you thought about taking regular exercise? I've already tried that and it didn't work. У человека проблема с весом, ему задают вопрос, а ты уже пробовал заниматься регулярно физическими упражнениями? Этот вопрос также содержит и совет, как вы можете видеть. И человек отвечает, что он уже пробовал, но не сработало. Здесь, видимо, у нас disagreeing, то есть не соглашается он с нашим советом. But let us look at the box. Advising, как мы даем совет. Responding, как мы на него отвечаем. And here we have agreeing and disagreeing. Мы можем либо согласиться, либо нет. То есть принять совет или его отвергнуть. So advising. Have you thoughts about? What's about? И дальше мы видим, что идет глагол и инговое окончание. Как на этом примере. Take, taking. Думала ли ты, что насчет? Это можно перевести. It would be best if you. Дальше идет у нас глагол в past simple и вообще все выражение в past simple. You might feel better if. Возможно, ты почувствуешь себя лучше, если. Ну, будешь, например, делать упражнение. Don't you think you ought to, should. Здесь подключились модальные глаголы. Не думаешь ли ты, что тебе нужно, следует? Например, опять же, делать упражнение. You'd better – это конструкция, которая говорит о том, что лучше бы вам, например, делать упражнение. It might be a good idea to. Возможно, хорошей идеей будет поделать упражнение. Why don't you? Почему бы тебе не? If I were you, I would. Если бы я был на твоем месте, я бы, ну и так далее, там что-то бы сделал. Теперь как мы отвечаем, если мы согласны. That's not a bad idea. Не такая уж и плохая идея. Thanks, I haven't thought of that. I'll try it. Спасибо, я об этом как-то не подумал. Я попробую. That's a great idea. Это великолепная идея. Видимо, понравился ваш совет. Если же мы не согласны, maybe you are right, it's a nice idea, but. Очень вежливый ответ. Мы не хотим никого обидеть, поэтому говорим, возможно, ты прав, это замечательная идея, но. Ну, например, я уже это пробовал. I'm not so sure if it will work. Я не очень уверен, что это сработает. I've already tried that and it didn't work. И как здесь у нас, я уже пробовал, но это не помогло. То есть, пользуясь этими фразами, вы легко сможете данные вопросы обсудить. И в качестве примера давайте обсудим 2-3 проблемы. I suffer from a lack of concentration. You might feel better if you eat more iron-rich foods. Maybe you're right, but I don't really like vegetables. I'm always so tired. You might feel better if you follow a low-carbohydrate diet. That's not a bad idea. Ну или I've got toothache. If I were you, I would cut out sugary drinks and snacks and visit the dentist. Maybe you're right.
Таким образом, вы видите, что с помощью таблички легко можно обсудить все проблемы из нашей диаграммы. Reading section and exercise 3. Look at the sentences from A to F from the dialogue below. Where are Emma and Susan? What's Susan's problem? Нас просят посмотреть на предложение с A по F и ответить на вопросы, где у нас Эмма и Сьюзан, и в чем проблема Сьюзан. Давайте посмотрим на предложение. Now you've got the idea, so what are you going to order? To order — это сделать заказ, мы видим стол, чашки. Вполне возможно, что они в кафе, но давайте дальше. Well, there are about 10 teaspoons of sugar in each can. Oh, lucky you, everything okay? Oh dear, I'll call the waiter over. You should order a nice soothing cup of lemon tea. Итак, у нас появился официант, и нам становится совершенно понятно, что дело происходит в кафе. Ты должна заказать хорошую успокаивающую чашку лимонного чая. Видимо, что-то у Сьюзан может быть даже с нервами. Давайте продолжим. Сьюзан, no wonder you've got bad teeth. А нет, тут проблема в зубе. Yes, really. Terrible for your teeth and even worse for your waistline. Да, действительно ужасно что-то для твоих зубов и еще хуже для талии. Что это может быть? То, что в каждой банке содержит около 10 ложек сахара. Интересно, что это? Я думаю, мы узнаем это из диалога. Section B asks us to complete the dialogue with sentences from A to F. Listen and check and act out the dialogue. Мы с вами послушаем, почитаем диалог, услышим правильные ответы, догадаемся, о чем у нас идет речь, в чем проблема Сьюзан мы уже выяснили, где они в кафе. Интересный вопрос, что же это такое? Каждая банка чего содержит 10 ложек сахара? So let us listen to and pay attention. Let's begin. Sorry I'm late, Emma. I've just been to the dentist's. Oh, lucky you. Everything okay? Well, I had to have a filling yet again. My mouth's still feeling a bit sore. Oh dear. I'll call the waiter over. You should order a nice soothing cup of lemon tea. Yuck. I hate tea. I'll have a cola. Susan, no wonder you've got bad teeth. What do you mean? Well, there are about 10 teaspoons of sugar in each can. Wow, really? Yes, really. Terrible for your teeth and even worse for your waistline. So, it might be a good idea to cut down then. Now you've got the idea. So, what are you going to order? Okay, you win. 2 teas, milk, no sugar. Итак, мы наблюдаем сцену прозрения, когда Сьюзан поняла, что все ее проблемы с зубами из-за того, что она пьет колу. Что же такое to have a filling? Это пломбу, когда ставят на зуб. То есть заполняют дырочку. To fill, да, в данном случае это как раз заполнять, заливать. Ну что ж, я думаю, вы тоже сделаете свои выводы. Study skills. Using interjections. Использование восклицаний междометий. You can use interjections such as well, oh, and exclamations such as oh dear, yuck, wow, right, to make your spoken English sound more natural. Итак, у нас есть междометия, такие как well, oh, Они очень похожи на те, что в нашем языке. А также восклицания, такие как oh dear, о боже, что, як, я не берусь это перевести, вау, здесь все и так понятно. Right — это что-то типа точно. Ну, як, как мы видим из контекста, да, когда речь идет о чем-то неприятном. Як, я ненавижу чай. Возьму-ка я колу, а потом пойду к зубному. Использование этих вещей заставляет наш разговорный английский звучать более естественно. Но вы понимаете, что слишком часто употреблять их тоже не надо. Они должны отражать ваши эмоции в первую очередь. Тогда это все будет естественно. Exercise 4. Find interjections, exclamations in the dialogue in exercise 3 that express surprise, disgust, sympathy, hesitation. Упражнение 4 нам поможет разобраться в смысле этих междометий и восклицаний, потому что просят найти нас в диалоге 3 те междометия, которые обозначают сюрприз, удивление, отвращение, симпатию либо сочувствие и
колебание, когда вы не можете принять решение, например. Так давайте посмотрим, что у нас есть. 3 слова у нас здесь обозначают удивление. Это oh, wow, really. Disgust, либо же отвращение, это yuck, как мы и предполагали ранее. Sympathy, oh dear, о божечки. And hesitation, well, so, Обратите внимание, что троеточие после них, это очень хорошо на письме как раз показывает сам момент колебания. Speaking section, a task for your portfolio. You're at a party, you've got indigestion. Your partner advises you on what to do. Act out your dialogue, use appropriate interjections. Record yourselves. Замечательное задание, где нужно записать себя. Что же мы записываем? Ситуацию, когда вы на вечеринке, и что-то пошло не так с вашим желудком, что-то вы, видно, до этого съели. Ваш товарищ советует вам, что предпринять по этому поводу. Разыграйте диалог и используйте подходящие междометия и восклицания. Ну и самый простой вариант, как будто бы до вечеринки вы съели что-то острое. И есть 2 варианта решения проблемы, это либо выпить молока стакан, либо содовый. Давайте поработаем с содовой, это более английский вариант. Soda dialogue. Oh, my stomach hurts. Oh dear, what's the matter? I've got awful indigestion. You should have a glass of soda water. Yuck, I hate soda water. Well, what have you eaten? I had a curry chicken earlier. What? You shouldn't eat spicy foods. That will make your indigestion worse. Really? Yes, and you shouldn't eat too quickly either. Oh, it's getting worse. I think I'll have a soda water after all. Ну и будем надеяться, что все закончится хорошо. То есть примерно так это все делается. Say it right section, our favorite. Talking about health. Наша любимая секция Say it right, которую мы считаем по праву самой легкой. В этот раз будут разговоры о здоровье. Exercise 6. Match, listen and check. Нужно послушать, соединить циферки и буковки, а затем проверить. So let's begin listening. 1. Are you feeling any better? Much better, thanks. 2. You're looking well. Thanks. 3. You look a bit pale. I am feeling a bit under the weather. 4. Have you lost some weight? Actually, I have. 5. I'm not feeling well. Oh dear. I hope you feel better soon. So let us check our answers. And it was as easy as always. Listening section and exercise 7. Listen to an interview about crash diets and choose the correct answer A, B or C for questions from 1 to 4. Задание на аудирование и вопросы с множественными вариантами ответа. Что у нас такое crash diets? Это жесткие экстремальные диеты. Нужно будет послушать интервью об этих диетах и выбрать подходящий ответ к каждому вопросу. Как всегда, давайте посмотрим на вопросы. According to Claire Martin, crash diets can be harmful to teenagers, cause teenagers to miss out on life, are more likely to bring results. Клэр Мартин, видимо, это человек, у которого берут интервью, считает, что экстремальные диеты могут быть опасными для подростков. Эти диеты могут заставить подростка упустить жизнь, ну не в смысле совсем, да, покинуть нас, а заставить скорее перестать наслаждаться жизнью, потому что экстремальная диета, вы всегда в рамках, и это действительно сложно бывает. С большой вероятностью принесут результаты. Ну что ж, нужно будет внимательно слушать. Claire suggests that teenagers should eat slowly when full, quickly, only until they are full. Клэр считает, что подростки должны кушать медленно, когда они уже сыты, кушать быстро, или кушать только до того момента, пока они не наедятся. Ну, я думаю, ответ очевиден. Хотя все равно стоит послушать. To start the day well, she advises eating cereal and piece of fruit, a donut and a cup of coffee, carrot sticks and a cereal bar. Для того, чтобы правильно хорошо начать день, Клэр советует съесть кашу и фрукт, пончик и чашку кофе, морковные палочки и зерновой батончик, ну, может быть, мюсли какой-то.
в виде батончика, естественно. Ну что ж, тут будет интересно. According to Claire, exercising is more important than diet, is less important than diet, is just as important as diet. По мнению Клэр, упражнения физические более важны, чем диета, менее важны, чем диета и так же важны, как диета. Но я думаю, здесь ответ тоже очевиден. So let's listen to an interview and try to answer the questions. Let's begin. An expert on teenage health and fitness, Claire Martin, has helped a number of youngsters through this often difficult period of their lives. Claire, from your experience, what would you say is the one thing that teenagers seem to worry about the most? Well, I think I would have to say that they worry about their looks, and especially their weight, more than anything. They see beautiful slim models and actors and actresses in magazines and on their TV screens every day, and feel that they want to be like that too. Of course, whilst some lose weight sensibly, others unfortunately think that they can do it by missing meals or drastically reducing their calorie intake. As teenagers are still growing, this is very dangerous. Any kind of crash diet isn't good for them, as they can miss out on important vitamins and nutrients at this key time in their lives. People who go on crash diets usually put all the weight back on very quickly in any case. It's certainly small changes, therefore, and not a more drastic crash diet that are more likely to bring results. So what would you suggest? Well, first of all, you can reduce the amount of food that you put on your plate. It's also a good idea to watch what you drink. Drink water or sugar-free drinks, and skimmed or semi-skimmed milk instead of full fat, for example. Another suggestion is to simply stop eating when full. Eating slowly can also help, because it takes about 20 minutes for the brain to recognize how much food is already in the stomach. Breakfast is also very important for teens, as it gives them the energy and calcium and iron they need to start their day well. But they should choose what they eat carefully. Cereal with low-fat milk and a piece of fruit, for example, is a lot healthier than a donut and coffee. Healthy snacking on carrot sticks, fruit or cereal bars instead of junk food such as crisps or chocolate can also help teenagers to keep up their energy levels whilst cutting down on calories. Thanks, Claire. Any final words of advice? Yes, it's important to remember that losing weight can be very challenging, so you'll have bad days and make mistakes. When this happens, forgive yourself and move on. Above all, remember that both exercise and diet play an important role in keeping a healthy weight. And remember, you don't have to do a team sport or an aerobics class to stay in shape. Again, small, simple changes, such as walking or cycling to school instead of taking the bus, can make all the difference. Great advice, Claire. And on that note, let me tell you about... Well, let us check our answers. Ну, я думаю, вопросов особо не возникло. Хотя вас и пытались запутать. Например, в первом, Клэр четко обозначила, что эти диеты, да, экстремальные могут быть опасными. Хотя прозвучало miss out, но там речь шла о витаминах, которые подростки могут из-за них потерять. Но никак не жизнь, да. И понятно, соответственно, что результатов там особо положительных нет. Единственное, что если вес вы сбросите резко, то вы потом его резко и наберете. Не знаю, насколько это результат. Здесь все понятно, это и логика нам подсказывает, что нужно кушать до момента, пока мы не почувствовали, что сыты, дальше есть не надо. В третьем вас попытались запутать, как обычно. И Клэр говорит, что каша, стакан молока с низким содержанием жира и какой-то фрукт – это лучшее начало дня. А про морковные палочки и зерновой батончик она говорит, что это хорошо в качестве перекусов уже в течение дня, то есть не на завтрак. Ну и здесь все совершенно ясно и без Клэр, что физические упражнения и нагрузки так же важны, как и диета. В любом случае вы всегда сможете отмотать назад, переслушать запись, чтобы все максимально для вас стало понятно.
Idioms and exercise 8. Ну, конечно же, как без идиом. Choose the correct word. Check on the word list. Are there similar ones in your language? Нас просят выбрать правильное слово в идиоме, свериться с wordlist'ом, который в конце нашего учебника, и сказать, есть ли похожие в нашем языке, но это будет видно при переводе. So, he is looking off color. Is he ill? Off color, ну, это как бесцветный он у нас, да, он выглядит бесцветным. Мы, по-моему, говорим немножко по-другому, можете написать в комментариях. Говорим мы это в случае, когда человек, возможно, заболел. Мы задаем вопрос, интересуемся. I'm so glad you are back on your feet. Я очень рад, что ты вновь на ногах, почти совпадает с нашим, да? I'm afraid he has taken a turn for the worse. Что ж, очень похоже на наше выражение «свернул не на ту дорожку» или «свернул на скользкую дорожку». Но не на ту дорожку здесь, мне кажется, больше подходит. You need to take exercise to get into shape. Для того, чтобы прийти в форму, совпадает с нашим, нужно делать упражнения. И это правда. So, that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.